Ребятки, вы не поверите, мне понравился геймплей после обновления до версии 5.2.0. Да, может быть, прям каких-то существенных, глобальнейших изменений в геймплее не произошло, но все-таки то, как чувствуются передачи, сами модельки, вот эти вот ранее проходящие забросы и передачи в разрез, все это сделало геймплей намного и намного приятнее. И в сегодняшнем ролике я хочу поделиться своими впечатлениями, почему он мне понравился, что конкретно я успел заметить, ибо, казалось бы, мы все ожидали обновления игрового процесса, но Konami как будто бы выкатили, недостаточно подробный и развернутый патч-ноут по этому поводу. Поэтому иной раз встает вопрос, а действительно ли произошли все те изменения, которые, как минимум, я успел ощутить за время матчей. В общем, сегодня постараемся разобраться. На улице холода, а на PlayRock и вовсе замерзли цены. Здесь есть буквально все, что может понадобиться геймеру зимой. Сотни игр, тысячи продавцов и различных товаров. Тут можно найти донат, ключи, предметы и даже звезды в Телеграме. Ну и если вам также понадобится пополнить ваш баланс монеточек в eFootball, это также можно сделать на PlayRock, ведь именно здесь крайне выгодные предложения. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. И даже если Черная Пятница закончилась, пополнение с нулевой комиссией остается. Используйте мой промокод, чтобы пополнять было выгоднее. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. А в телеграм-канале ребят проходит розыгрыш на мощнейший кастомный игровой ПК. Также среди других призов игровая клавиатура, ключи от RK Riders и пополнение баланса в Steam. Скорее переходите по ссылке, чтобы принять участие в конкурсе. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так о чем это я? Точно. Первое и самое главное, с чего стоит начать, это как раз таки то, о чем и говорили Konami, это забросы, это передачи в разрез, и они действительно были понерфены. Их понерфили, в общем, вы поняли. Теперь они не настолько эффективны, как это было еще неделю назад и на протяжении 3-4 последних месяцев после августовского обновления. И это прям отдельный кайф. За все время игры мне успела попасться пара-тройка соперников, у которых в нападении по 2, по 3 центральных нападающих, не оттянутых, не фланговых, а именно 3 центральных или 2 центральных нападающих, и все, что они пытались сделать, это нажимать треугольник, либо треугольник плюс R1. И знаете что? У них ничего не получалось. Тогда как в предыдущем геймплее хотя бы одна из подобных попыток, скорее всего, прошла бы. И если бы соперник не забил, то все равно мог бы опасно вырваться к воротам. Но с нынешним геймплеем такого не происходит. И самое главное, почему? Не просто потому, что сами подобные передачи понерфили, а также по ряду других причин. Что касается самих футболистов, их движения и непосредственно скорости и исполнения самих передач. То есть это также влияет на то, почему забросы и передачи в разрез в большинстве своем перестали проходить. Вообще, общее впечатление от темпа после обновления игрового процесса у меня складывается такое, что темп немножко понизился. Конечно, на момент записи я еще не успел выйти в первый дивизион, когда люди уже такие рукастые, знают тайминги, и игра зачастую происходит на высоких скоростях, но на данный момент мне кажется, что геймплей немножко сбавил в своей скорости. Прям чуть-чуть. Во многом благодаря скорости тех же самых передач. Теперь передачи как будто бы летят чуть-чуть помедленнее. И это касается любых передач. На крестик, когда точно в ноги отсылаем мяч, или на треугольник, когда пытаемся разрезать оборону или полузащиту соперника такой сквозной передачей. Или те же самые забросы, навесы. Все это как будто бы стало чуть-чуть помедленнее. И знаете что? Подобное развитие событий мне очень даже нравится. И я хочу верить в то, что это именно геймплей такой после обновления, а не банально тот факт, что я не успел дойти до первых дивизионщиков, где игра происходит намного и намного быстрее. Но не только передачи замедлились, как будто бы сами модельки стали чуть-чуть тяжелее, причем это касается любых моделек. Маленьких, высоких, средних, тяжеленьких, легких, все они стали двигаться чуть-чуть, прям чуть-чуть потруднее, неповоротливее. И заметил
я это в первую очередь на примере бигтаймовской карточки Лионеля Месси. За последнее время я и так не то чтобы часто его использую на правом фланге, но в этот раз вот решил немножко дать ему игрового времени, и иной раз за него было трудновато развернуться, хотя, казалось бы, невысокий рост, небольшой вес, должен быть маневренным и летать из стороны в сторону, но даже за Месси иной раз было трудновато развернуться, поймать маневр. Кого эта проблема коснулась в меньшей степени, это, конечно же, игроков с взрывным ускорением. Они все так же могут резко менять направление, они все так же могут чуть быстрее и чуть резче маневрировать, но сам факт, тенденция, что теперь все игроки также стали ощущаться чуть-чуть потяжелее. И повторюсь, подобное развитие геймплея, подобное его направление мне очень нравится, прям вот очень нравится. Потому что вот за последние несколько месяцев я привык, что большинство играют с капелло, с дальними забросами, с этими передачами в разрез. И сама игра из-за этого была очень быстрой, потому что буквально мяч перехватывается, и одной передачей на треугольник мяч уже оказывается на другой половине поля. Сейчас же подобного не происходит. Защита как будто бы стала чуть понадежнее, и в целом вот изменилась скорость и передвижение самих футболистов, и скорость передвижения мяча, вне зависимости от того, какой именно пас пытается исполнить либо соперник, либо вы. И учитывая, что сами Konami перед обновлением много про геймплей не рассказывали, много чего не анонсировали, вот помимо того, что они понерфили эти забросы и передачи в разрез, я многого от обновления геймплея по сути-то не ожидал. Но после того, как я вот сыграл последние пару дней, после четверга я прям приятно удивился, и геймплей мне действительно понравился. Плюсом к тому, что за все это время я не испытал особых проблем с коннектом, с откликом, то есть этот момент тоже у меня был достаточно хорошим, положительным, и с таким вот откликом, с таким вот темпом геймплея играть было прям вот одно удовольствие. И поэтому в комментариях под этим роликом я буду рад узнать ваше мнение и ваши впечатления от обновленного геймплея. Может быть, подобные изменения заметил только я, да и может быть это не изменения вовсе, а просто так вот получилось, я не знаю. Поэтому ваше мнение по геймплею после обновления до версии 5.2.0 буду ждать в комментариях.